Всех приветствую на канале. В данном видеоуроке я покажу, как вязать вот такие красивые мотивы. У меня уже был похожий видеоурок, но я не делала вот таких завитков. И сейчас у меня мотивы, они 10 на 10 сантиметров. Как для подушечки 40 на 40 сантиметров, то есть на одну часть нам понадобится 16 таких мотивов, 4 ряда по 4 мотива. Все подробно покажу и расскажу, как их связать. Видите, они могут быть разного цвета. Вот здесь есть такие красивые завитки, вот здесь нет. И мотивы в данном видео, они побольше размером. И в данном видео я покажу, как их соединить. И скажу вам, что на подушечку размером 40 на 40 нам понадобится с одной стороны 16 таких мотивов и с другой стороны 16 мотивов. Один такой мотив из пряжи Yarnart Jeans весит 10 грамм. Поэтому на одну подушечку нам понадобится 320 грамм. Соответственно, это 3,5 моточка, скажем так. Если вы будете использовать один цвет, ну, либо если разные цвета, и того это 320 грамм получается, да. Итак, для вязания нам понадобится, как я уже говорила, пряжа Yarnart Jeans. Оттенки можете брать разные. У меня вот такое сочетание цветов, то есть будут и однотонные. В видео я вам покажу, как вязать двуцветный такой мотив. И крючок номер 2,75. Итак, приступаем. Итак, нам еще понадобится маркер. Делаем изначально кольцо. Захватываем нить и набираем 3 воздушные петли. Также в кольцо еще набираем 8 столбиков с одним накидом. Вместе с 3 воздушными петлями всего у нас получится 9. Итак, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Стягиваем наше кольцо. И переходим к вязанию второго ряда. Сразу вязать второй ряд мы вязать будем рельефными лицевыми столбиками с одним накидом. То есть мы делаем сразу накид, и первые 3 воздушные петли мы пропускаем, а сразу захватываем второй столбик и провязываем за него один столбик с накидом, и сюда же за него же мы провязываем второй столбик с накидом. В начале вязания второго ряда мы ставим маркер. И так далее за каждый столбик. Мы вот так вот, захватывая спереди, то есть у нас рельефные лицевые столбики с одним накидом. Мы за каждый столбик провязываем по 2 рельефных лицевых. Соответственно, второй ряд у нас должен увеличиться на 8 столбиков. Первый столбик, который 3 воздушные петли, мы не считаем. Мы его пропустили, и мы просто обвязываем 8 столбиков с одним накидом предыдущего ряда. Поэтому у нас во втором ряду получается в 2 раза больше. Это 16 столбиков с одним накидом.
Можете просчитать. У вас должно получиться 16 столбиков с одним накидом. Мы провязали второй ряд. Итак, переходим к вязанию третьего ряда. И сейчас мы прибавки будем делать уже не за каждый столбик. То есть мы сначала провязываем одиночный столбик, ставим маркер в начале ряда. Все столбики у нас опять же рельефные лицевые. За второй столбик мы делаем прибавку, то есть провязываем 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Опять же, из этих двух столбиков первый мы провязываем за него 1 рельефный столбик, за второй 2 рельефных столбика, 1 и 2. Соответственно, третий ряд он снова увеличивается на 8 столбиков с одним накидом. Итого у нас получится в третьем ряду 24 столбика с одним накидом. Вяжем до конца ряда 1 столбик, 2 столбика, чередуем 1 столбик и прибавка, 1 столбик и прибавка, 1 столбик и снова прибавка. Один столбик и прибавка, 1 столбик и прибавка. Можете пересчитать, у вас должно получиться 24 столбика с одним накидом. Вот это у нас будет лицевая часть. Вот такие завитушки уже у нас получаются. Переходим на четвертый ряд. Итак, в четвертом ряду уже между прибавками у нас будет 2 одиночных столбика. Опять же, количество столбиков в ряду увеличится на 8. То есть это уже будет 24 плюс 8, 32. Поэтому сначала мы делаем прибавку. То есть за один столбик мы провязываем 2 рельефных лицевых. 1, 2. Ставим маркер. А там, где была прибавка в предыдущем ряду, мы каждый из этих столбиков провязываем как одиночный. Далее снова у нас идет прибавка. И 2 одиночных столбика. 1, 2. Так и чередуем до конца ряда. Здесь мы делаем прибавку. 1, 2. И 2 одиночных столбика. В этом четвертом ряду должно получиться 32 столбика с одним накидом. Вот таких рельефных, чтобы с обратной стороны получился вот такой завиток. Переходим на пятый ряд. Итак, в пятом ряду расстояние между прибавками уже 3 столбика. И количество столбиков с накидом должно быть 40. Итак, мы сначала там, где была прибавка в предыдущем ряду, мы провяжем одиночные столбики. 1 одиночный,
второй одиночный. И третий у нас будет одиночный. Далее идет у нас прибавка. Раз, два, три одиночных и за один столбик 2. Прибавка. Так до конца ряда и вяжем. 3 одиночных столбика, 1 одиночный, второй, третий. И далее у нас идет прибавка. Раз, два. Когда за один столбик с одним накидом предыдущего ряда мы провязываем 2 столбика. Раз, два, три одиночных и 2. До конца ряда провяжите таким образом, чтобы в этом ряду пятом у вас получилось 40 столбиков с одним накидом. Вот таких рельефных лицевых. Раз, два, три одиночных и прибавка. 3 и снова у нас прибавка. Итого в пятом ряду у нас должно получиться 40 лицевых рельефных столбиков с одним накидом. Можете просчитать. Обратная сторона выглядит вот так. Переходим на 6-й ряд. Итак, в 6-м ряду у нас должно получиться 48 рельефных лицевых столбиков. Расстояние между прибавками уже у нас будет 4 столбика с одним накидом. Прибавку мы сделаем, провяжем 1 одиночный столбик, сделаем прибавку, и далее расстояние между прибавками у нас 4 столбика с одним накидом. Провязываем 1 столбик, 2, 3, 4 и делаем прибавку. И так далее до конца ряда. Мы провязываем 1, 2, 3, 4 столбика и прибавка. Снова 4 одиночных столбика. 1, 2, 3, 4 и прибавка. Раз, два, 3, 4 и прибавка. Четыре, снова прибавка у нас. Так как мы начинали сначала с одного столбика и делали прибавку, то нам остается еще довязать 3 одиночных столбика, чтобы расстояние между прибавками было 4. Вот мы здесь провязывали 1 и сразу делали прибавку, а далее 1, 2, 3, 4 и прибавка. Поэтому здесь после прибавки мы довязываем 1, 2, 3 столбика.
Следующий ряд мы будем вязать темным цветом. То есть здесь я вам показываю, как менять цвета. Если же не менять, то просто следующий ряд, 7-й, вы тоже вяжете светлым цветом. Вот какой завиток у нас уже получается. А мы с вами переходим к вязанию 7-го ряда и меняем нить. Итак, вяжем 7-й ряд, убираем маркер. Вот эту ниточку мы заводим на лицевую сторону обязательно. Распускаем последнюю петлю, чтобы у нас было 2 петли на крючке, и берем новую нить. Седьмой ряд вяжем уже другим цветом. Расстояние между прибавками у нас 5 одиночных столбиков. Первый столбик мы провязываем как одиночный. Ставим маркер. Основная нить светлого цвета у нас на лицевой стороне. Второй одиночный и третий одиночный. Далее мы делаем прибавку, то есть опять же в конце ряда мы еще довяжем с вами 2 одиночных. Далее мы провязываем 5 одиночных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И делаем прибавку. Снова 5 одиночных. Делали прибавку. Раз, два, три, 4, 5 одиночных и прибавка. Раз, два, три, 4, 5. И здесь у нас прибавка. И прибавка. И так как начинали мы вязание с 3 одиночных, раз, два, три, и у нас была прибавка, то после прибавки вот здесь нам остается довязать еще 2 одиночных столбика. Раз и 2. Теперь лицевая сторона наша выглядит вот так. Переходим к вязанию последнего ряда. Мы снимаем маркер и соединительной петлей идем вот в эту петлю. Далее набираем 1, 2, 4 воздушные петли вместо одного столбика с 2 накидами. Далее провязываем столбик с 2 накидами, столбик с 1 накидом, еще один столбик с 1 накидом, 6 полустолбиков с накидом, то есть под каждую петлю по одному. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И снова столбик с 1 накидом, еще один столбик с 1 накидом,
столбик с 2 накидами, еще один столбик с 2 накидами, так, вот у нас одна сторона. Делаем угол, 3 воздушные петли. И далее снова мы продолжаем точно так же, как я и говорила. То есть изначально у нас идет 2 столбика с 2 накидами, каждый столбик в свою петлю, столбик с 1 накидом, еще один столбик с 1 накидом, 6 полустолбиков с 1 накидом, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова 2 столбика с 1 накидом, 2 столбика с 2 накидами, и 3 воздушные петли. И снова довязываем еще 2 стороны. Вот у нас получается каждая сторона. Провяжите еще одну, вторую сторону самостоятельно. Я покажу, как закрыть этот ряд. Итак, когда провязали последний ряд, довязываем последний угол, 3 воздушные петли, идем 1, 2, 3, 4 в 4-ю петлю с начала этого ряда, зафиксировали и обрезаем ниточку. Прячем хвостик. Вот этот хвостик, который у нас с лицевой стороны, мы его перетягиваем на изнанку. Все, мы здесь его тоже спрячем и обрежем нить. Так, точно так же и этот хвостик надо нам спрятать с изнанки, чтобы он нам не мешал. Вот такой мотив получается. И сейчас я вам покажу, как делать вот эту красивую обвязку. Идем вот в эту самую первую петлю, провязываем воздушную петельку и двигаемся назад. То есть мы идем под петлю, вытягиваем 2 петли на крючке, провязываем столбик без накида. Узор, это называется узор рачий шаг. Двигаемся назад и провязываем 2 петли вместе. И по спирали, так как у нас эта спираль идет вот так вот до самого конца. Все, обвязывайте всю спираль. Итак, вот прям до последней петли, смотрите, я уже нить обрезала, остается здесь у меня 2 петли, то есть уже прям в конце не очень удобно их обвязывать, но тем не менее провязали. И что здесь у нас? Последняя, по-моему, петля.
Все. Провязали, вот так вот закрепили нить, и прям в серединке мы ее вытягиваем наизнанку. Все, и прячем хвостики. Сейчас покажу готовые результаты. И покажу еще, как соединить между собой эти мотивы. Итак, вот такие, смотрите, какое красивое сочетание цветов. Вот у меня однотонные. А причем этот у меня, да, он не обвязан. Вот такие красивые получаются мотивы. Итак, а сейчас покажу, как эти мотивы можно соединить между собой. Один из вариантов, то есть когда вы навязали нужное количество мотивов, разложили их так, как вам необходимо. Да, красиво вот так вот по диагонали в шахматном порядке. Смотрите, вы сами решаете, какого цвета они у вас будут и как они будут располагаться. Берем иголочку. Я возьму вот такую светлую нить. И начинаем с уголка. Здесь у нас раз, два, три. Вот у нас раз, два, три воздушные наши петельки, да. И я буду брать за вот эту вот переднюю полупетлю. На одном элементе то же самое берем раз, два, три. Второй мотив. Здесь оставляем хвостик, чтобы потом это соединить. И чтобы потом закрепить, да. И просто используя полупетли. Просто вот полупетля на одном мотиве, полупетля на втором мотиве. И соединяем. Смотрите, не петля. Вот она у нас полная петля, да? Вот полная петля, а полупетли, вот эти вот внутренние. Просто за полупетли. То есть мы начали с середины угла, доходим до середины угла, далее и присоединяем последующие два мотива. Это как один из вариантов. Можно, конечно же, соединить крючком. Так, и доходим опять же до угла. И здесь в первую петлю стежок и во вторую петлю. Все, то есть мы дошли до серединки. И далее присоединяем два последующих мотива. Я сложу их вот так. Вот. И нахожу в этих мотивах тоже серединки. Раз, два, три. Берем вторую полупетлю. И то же самое здесь. Раз, два, три. Вторая полупетля в уголке. И продолжаем соединение. Вот так. Используем только полупетли. Так, заходим на уголок. И опять же идем до середины угла.
Все. Будут у вас еще мотивы дальше для подушки. Вы продолжаете дальше это делать. В одну линию соединили. И аналогично вот здесь мы соединяем. Точно так же, начиная с серединки угла. Итак, вот у меня соединены 4 мотива. Да, когда, конечно, вы оденете все на подушечку, это все немножко потянется. Смотрите, какая получается серединка. Вот таким вот образом. То есть иголочкой получается очень даже красиво. Вот как в серединке. То есть 4 таких лепесточка. Итак, если была вам полезна в этом подробнейшем мастер-классе, который подойдет очень даже для новичков, все подробно, красиво рассказала. От вас, пожалуйста, лайки, комментарии. Всем всего хорошего и пока-пока.